Уважаемые блогеры, когда вы действительно начнете себя уважать? 4 месяца назад я был сам лично в этой клинике. Могу смело рекомендовать клинику Серкана Айгил. Вот через неделю приезжает известный блогер. Все равно есть какой-то крутой доктор. Покажу вам результаты этого парня. Потому что для того, чтобы работать хорошо с методикой ИФЮИ, нужны качественные, хорошие доктора. Ему платят за это. Он просто всех зовет к себе на консультации. Мотайте на ус, он хейтер. Лысый рекомендации дает. Серкан Айгин, Серкан Айджин. Сегодня мы поговорим именно об этой клинике. Это прям очень хороший экземпляр, чтобы показать вам, что такое коммерческий конвейер. Давайте сядем вместе с вами и разберем все от начала и до конца, точно так же, как я делаю с другими клиниками. То есть я не готовился, вот просто сажусь, что называется, вместе с вами, ввожу в поисковик и показываем, и смотрим вместе с вами то, что мы видим. Но по этой клинике, как и по многим другим клиникам, у меня уже есть еще дополнительные материалы. 3 месяца или сколько, 4 месяца назад я был сам лично в этой клинике. Тогда я даже записал видео и хотел его выложить, а потом подумал, ну ладно, оно, наверное, очень простое и, наверное, зря не выложил. Ну, давайте сегодня все с вами разберем. Серкан Айджин или Айгин, кто как называет. Просто забиваю, что называется, в поиск и начинаю вместе с вами все смотреть и анализировать. Пока буду я открывать, я расскажу вам об этой клинике. Это очень хороший экземпляр, показательный экземпляр, как существует и один из самых популярных способов организовать бизнес, и неважно в чем. Это конвейерный тип пересадки волос. Что это значит? Когда вы не знаете конкретно, кто работает, когда команды взаимозаменяются, неважно кто доктор, неважно какие команды, какие ассистенты. Если у вас больше запросов и больше клиентов, вы просто привлекаете команды ассистентов из других источников. Я знаю, мне рассказывали, что те же, например, команды, которые некоторые работали или работают в Промеде, где еще один из ужаснейших конвейеров, ну там, по крайней мере, цены от скольки, от $1000, они предлагают при пересадке или от 1500, то есть там прощупывают, какой у вас способность платить, и в зависимости от этого делают вам предложение или $1000, или 1500, или там премиум какой-то, люкс. Ну, окей, до Промеда мы дойдем в другом случае, но в Серкане Айджине 3,5, то есть это в 2 раза выше. И за счет чего? Потому что там вроде бы как имя доктора, то есть раскрученный или там полураскрученный или почти незабытый бренд, и за счет этого вы платите вот эту вот дополнительную разницу. Но команды там могут работать те же команды, гулящие в том числе, которые, точнее, туда могут привлекать и другие команды, которые делают пересадки волос, ну, то есть вот с портфельчиками они гуляют. И, конечно же, 100% есть хорошие работы, вы найдете в портфолио хорошие работы. То есть такие бизнесы, они организуются каким образом? Когда вы делаете много операций в день, соответственно, у вас как минимум 1-2 результата каждый день точно есть, нормальные и хорошие результаты. Именно это и идет в портфолио. Все остальное, что получается, тут уже, что называется, 50-50. Но ваша эстетика — это не 50-50, это то, что с вами будет на всю жизнь. И почему я уже 5 лет вот трачу свою собственную жизнь на рассказывание вам, и чтобы вы не уподоблялись баранами, не шли просто куда идет стадо, а выискивали свой конкретный путь, потому что, да, это сложнее, это нужно анализировать, изучать, и у многих нет времени или желания, и проще просто посмотреть, а где сделал там блогер или еще кто-то, или какое-то имя. И вот у меня тоже один из вопросов был, а почему даже отзывы на эту клинику сейчас даже появляются в Яндексе? Потому что в ноябре, когда я был в этой клинике, мне так и сказали, собственно, что сейчас они фокусируются на Россию и привлекают блогеры. Тогда, когда я был, мне говорит, вот через неделю приезжает известный блогер. Но я не знаю известных людей в России, для меня это вообще странные люди. И как же эта женщина? Ну, я думаю, вы поймете, если начнете гуглить. То есть блогерам платят. Раньше, если блогеры были достаточно недорогие ребята, которым можно было просто давать бесплатную пересадку волос, то сейчас за это нужно еще и платить. И вам кажется, что вот, если они даже верят, точнее выбирают эти клиники, они не выбирают, за это платят. Это часть бизнеса конвейерных пересадок. Окей, давайте начнем. Вот у меня открывается страница. Вот сайт, очень красивый, симпатичный сайт. Это очень тоже типичная история для конвейерных клиник, то есть хороший отстроенный маркетинг. Вот он гуляет по Берлину, вот сам вот, доктор Серкан Айджин. Первый вопрос, который я задал, когда я
пришел в эту клинику, делает ли доктор сам пересадки. Доктор не делает ни одной пересадки волос. То есть он, как говорится, торгует своим лицом. То есть здесь вот, окей, фотошоп и все дела, но вживую он выглядит просто как... То есть это вот, что называется, про эстетику. Ну, понятно, все мы стареем, и лицо, может быть, не лучше становится, хотя, мне кажется, старение у мужчин – это естественный процесс, и выглядит это хорошо. Но вот смотрите, если посмотреть на сайт, все очень красивый, хорошо организованный сайт, и там, где есть деньги, и тоже за что вы платите за бренд, и вы платите за маркетинг. Ну, то есть эти расходы, по крайней мере, не жмутся на маркетинг. То есть здесь вот хороший сайт, видите, хорошие видео, все, хороший продакшн. Если я снимаю вам просто видео информационные просто с телефона, то есть здесь вот команды с хорошими камерами. Ну, то есть по идее, чтобы вами манипулировать, мне тоже нужно это делать. Но я вам, что называется, продаю, за что сам получил, да, и для меня важно, чтобы у вас приходила информация. Вот работы. Сайт мне очень нравится, все очень круто, красиво, вот здесь и Мохаммад, и Масси, и Кевин, то есть видно, что с разных стран, то есть вот прям сайту надо поучиться. И вы знаете, мне очень действительно понравился сайт, причем, что у них несколько сайтов и для пластики, и для самого доктора, и для пересадки волос. Ну, я забегаю вперед, это будет чуть-чуть дальше. Мне стало интересно, а кто делает такие хорошие сайты? И зайдя на страницу компании, которая делает сайты, я там увидел другие компании, тоже идеальные, конвейерные. Такие клиники, как Косметика доктора Кар, Smile Hair Clinic, которую я когда-то изучал, ну и которая, по сути, к сожалению, тоже превратилась в конвейер, и другие клиники. Поэтому отлаженная схема конвейерных пересадок, она прям, вот видите, они друг друга все копируют и заимствуют, потому что проще набирать количеством, что называется, извините за выражение, баранов, чем стремиться создавать Феррари или что-то типа того, то, что делают, кстати говоря, именитые доктора, которые делают там максимум по несколько пересадок в день. То есть конвейер – это самый прибыльный вид бизнеса. Но я вам хочу сказать, что вот именно конвейеров больше всего и опасайтесь. И это я вам говорю как человек, который сам попался в лапы вот этого маркетинга конвейера и очень об этом пожалел. Вот choose your treatment plan. Fewer DHI VIP. Ну, то есть это делается для того тоже, всегда конвейеры, они пытаются, ну, потому что работает маркетинговый отдел и работают всегда по воронкам. Чтобы попали максимальное количество людей, делаются варианты FE и DHI. И вы думаете, а что за FE, а что за DHI? Если вы начинаете изучать, в начале вам могут еще там подавить и сказать, что вот то лучше, а то хуже. Я вам честно скажу, у меня есть, например, какие-то предпочтения по методикам, но сейчас я понимаю, что все зависит от доктора. Методика – это, скажем так, инструмент доктора, он сам знает, как лучше добиться лучшего результата с DHI или при FE. Есть определенные моменты, при которых некоторых бывает лучше DHI и FE, но надо конкретно зависит все от доктора. И вот VIP, и вы думаете такой, ну блин, я же могу себе позволить VIP. Ну, в общем, я не буду разбирать эти планы, что я хочу сказать, что во всех конвейерах всегда есть вот эта вот воронка ваших предложений, то, что вы можете выбрать. И то, что вам могут, что называется, на уши повесить. И сказать, что да, вы правильно сделали, что выбрали DHI, или в каких-то случаях наоборот. В общем, я даже, ну ладно, давайте зайдем, посмотрим. Get more information, а здесь нет цен, здесь нужно, соответственно, делать заявку. Ну, я вам скажу, цены около $3500, хотя реальная цена таких операций это где-то $1500. То есть эти специалисты, которые работают, это где-то $1500. И 100%, когда вы делаете, когда какие-нибудь блогеры делают в таких командах, все равно есть какой-то сильный специалист, который делает реально хорошие работы, но не нужно в клиниках конвейера, не нужно иметь прям всю сильную команду. Достаточно иметь хорошего специалиста, одного или двух, а все остальные там 10-20 команд. И те, кто создает, вот эти специалисты, они создают массу для портфолио, на которое вы реагируете, и работают все остальные. Если вы не знаете, кто конкретно владелец этой фотографии, точнее сделал эту конкретную работу, то, извините, вы баран. Нужно всегда узнавать, кто будет вам делать операцию. В общем, сайт прям отличнейший сайт. Вот эта клиника. Клиника находится при отеле, просто на первом этаже. Очень странная клиника. Там, в общем, я тоже задал вопрос, а почему у вас винные бочки и так далее. Там сделан типа барная стойка такая. И вот ходит по всей этой клинике вот этот Serkan Aygin.
Здесь он выглядит еще хорошо, это, наверное, сделанное видео или фото, наверное, несколько лет назад, потому что сейчас это просто такой, ну, как сказать, прям не очень, мягко говоря, эстетичное лицо, которое, вот он ходит, насколько я знаю, он, как мне говорят, он делает переднюю линию, и, в принципе, он больше ничего не делает. Так, Hair Transplant Journey, ну, в общем, сайт, все хорошо, работы, давайте откроем здесь работы, выверенные работы, но я вот на них нажимаю, на них, к сожалению, ничего не увидеть. Волнистые волосы, я вам про это говорил. Еще, кстати, важный момент из того, что я знаю, что многие работники, хорошие доктора, которые здесь работали раньше, они уже организовали свои практики, но это тоже обычная история про клинику конвейер. Если есть, что называется, хорошие руки и мозг, то эти ассистенты, там, доктора, они получают практику на конвейерах и затем открывают свои собственные практики. А еще, наверное, вот эта вот горячая средневосточная кровь, она тоже дает о себе знать, и многие турки между собой конкурируют. То есть кто-то с кем-то когда-то работал, кто-то был чьей-то правой рукой, кому-то помогал, и в какой-то момент там кто-то не поладил, и они открывают многие кабинеты или другие клиники, вот как, например, там Джиник, ну ладно, не буду я в это углубляться, и начинают конкурировать между собой, чтобы вот это вот понятие выиграть. Выиграть, что это значит? То есть они играют на вас, то есть вы те самые пешечки, на которых они отыгрывают свои матчи. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Ну вот на самом деле, почему я тоже такая у меня неприязнь, например, к тому же Иванычу Сосланычу, да, в России, потому что это человек, который пытается всеми способами выиграть. То есть его, видимо, когда-то называли там неудачным там предпринимателем или еще кем-то, это его личное дело, но вот это вот за счет вас отыграться, то есть что-то выиграть, кого-то обыграть, кого-то обойти там на поворотах, ну то есть это не про жизнь, это не про медицину, а именно вот это вот рвение что-то у кого-то выиграть, у кого-то что-то обыграть, поэтому тоже вот очень популярная эта история в конвейерных клиниках отыграться. А как можно отыграться? Нужно создать массу, на которую можно прям вот, во-первых, очень хорошо заработать, а во-вторых, чтобы вот прям показать, я тут самый лучший. Но поверьте, показывают, кто самый лучший, настоящие профессиональные доктора, которые работают себе, они берут одного, двух иногда максимум клиентов в день, кто-то берет пару клиентов вообще в неделю и отлично отрабатывают. Они, может быть, даже и не суперизвестные, но они тихо делают свою работу, они просто поднимают некоторые очень высоко цены, некоторые не очень поднимают цены, но зато они работают на качество и на свое имя, и на вообще на понимание, на полное понимание, чем они занимаются. То есть не чтобы кому-то что-то показывать, а просто не занимаются своим делом. Ищите вот во всех сферах те, кто занимается конкретно своим делом. Да, может быть, они неизвестны, но зато вы получаете тот самый лучший результат, который стоит, например, 2500-3 тысячи долларов, а не no-name, и непонятно, кто будет конкретно делать пересадку в том или ином случае. В общем, операции на конвейерах очень сложно вообще анализировать портфолио, потому что, как я и говорил, когда делается, например, по 10 работ в день, можно уж найти какую-то одну работу и представить ее вам, но вы не знаете, что происходит в других 9 случаях. И когда вы идете на эту работу, это даже не вариация 50 на 50, что получите конкретно вы в своем случае, а буквально 10%. В общем, сайт прям очень классный, мне очень нравится, очень все стильно и круто. Вот сам Серкан Айджин в лучшей его форме, такой греческий бог. Ему помогает Гульнар, с которой я, собственно, и разговаривал, и мне говорят, вот там очень хорошие отзывы, как она, ее персоналити. Мне очень интересна психология, и не поддавайтесь на вот эти вот улыбки, которые вам открывают двери на любую фабрику. То есть сначала, когда я зашел в клинику, первое, что она сказала, она говорит, вы такой красивый. Ну, она думала, что раз у меня начинается канал, называется канал «Красавчик», это, наверное, про то, что я так себя обожаю, что я сам себя обозвал. То есть они даже особо не узнавали, почему мой канал так называется. Она называется, если кто-то не знает, когда я пух, у меня была вот такая вот пачка, я проснулся, не узнал себя и назвал, вот это красавчик. Красавчик какой, красавец. Вот. И то есть она вот это вот все инструменты, льстение и так далее, и меня хотели там купить, чтобы я рекламировал эту клинику, и когда поняли, что я вообще не про это, собственно, вот тогда начался честный разговор, и вы видите, что называется
настоящее лицо вот этих торгашей. Это как рынок, это реально как рынок. И мне говорили, ой, ну вообще-то мы работаем с самыми известными блогерами. Вот к нам приезжает вот эта блогерша, не помню, короче, как ее называют, потому что я не знаю. Мне просто вот сказал клиент. То есть это про маркетинг, там вообще не про работу. Я спросил, а можно увидеть какие-то работы конкретно вот этого доктора? Мне сказали, что он не работает, а какого-то другого доктора. То есть этой информации нет. Окей, сайт закрываем. Сайт очень хороший. Мне прям очень он нравится, очень стильно. А вот, кстати, смотрите, у доктора есть еще и отдельно собственный сайт. Вот собственный сайт, еще и вот такая вариация. Видите, он такой загорелый. Вот какая-то, так, с лучшим доктором по пересадке волос в Европе, с лучшим доктором по пересадке волос в Европе. Еще раз, и это доктор, который не делает пересадки. Я еще спрашивал, а если доплатить, делает ли доктор, участвует ли он в пересадках на операции? Мне сказали, нет, нельзя. Это сказала сама вот эта Гульнур. А здесь вам пишут, что с лучшим доктором по пересадке волос в Европе. Вранье. Ненавижу вранье. Вот здесь есть варианты пересадки, здесь не видно фронтальной линии. Но еще раз, про варианты пересадки я вам сказал. Очень сложно анализировать варианты пересадки в клиниках конвейер. Ну, даже здесь все равно, посмотрите, у человека, как у него было все натурально и красиво. И вот ему сделали здесь полосочку. Зачем? Ну, короче, это первая просто попавшаяся фотография. И, кстати, не так-то много здесь вариантов. Вот тоже деду. Что деду туда садили, вообще непонятно. То есть вот он поднял голову и просто вздыбили волосы, непонятно. Ладно, давайте все равно посмотрим, что у нас есть еще. Вот, седые тоже, видите, я вам говорил, есть выгодные волосы, которые всегда используют в портфолио. Это вот такого рода волосы и цвета, и еще седые волосы, и волнистые волосы. Здесь практически все совместилось. То есть вот досадили, равномерность есть, не видно фронтальная линия, но так выглядит хорошо. И дальше, вон, смотрите, вообще лысый человек, смотрите, что ему сделали. Он какая-то полоска, тоже супер размазанная фотография. Ну, были волосы, не было волос и появились волосы, хорошо, человеку нравится. Вот, а вот здесь вот круто, здесь мне прям очень нравится фронтальная линия. Я всегда стараюсь, то есть честно вам рассказывать, ну, то есть показывать и аргументировать, почему хорошо, почему плохо. Вот здесь прям офигенная фронтальная линия. Кто ее сделал? Вот конкретно доктор. Вот кто делает эту фронтальную линию, это прям круто. Здесь все закрыто, непонятно. Ну, это вот одни и те же люди. Это вот одни и те же люди, то есть даже в портфолио тут тоже не так-то много и работ. Ну вот то же самое, видите, вот эти, ну извините, дебильные фронтальные линии, вот здесь вот какой-то вот это загогулина турецкая, ну то есть и тут даже, видите, человек делает фотографию в определенном ракурсе, чтобы словить себя, где он выглядит лучше. Ну может быть это отчасти хорошо, но и даже для пересадки волос. То есть я не могу сказать, что это ужасные фотографии, потому что, еще раз, в таких клиниках легко можно отобрать, есть портфолио, из чего отбирать. Так, пересадка сапфир, техники, ну, давайте бровей еще посмотрим. Ну, самая большая, но здесь просто объяснение, портфолио здесь нет. Ну, сайты мне очень нравятся, очень красивый сайт, очень хорошо все сделано. Вот учитесь, те, кто все-таки пытается что-то сделать по сайтам. В общем, закрываем. В целом, вот опять этот же сайт. Вот, кстати, как выглядит их клиника. Мне запретили там снимать. Один из важных пунктов, на который я тоже всегда обращаю внимание, и не зря. Я уже прям у меня выверенная система. Если клиники отказываются от того, чтобы я пришел и посмотрел, значит, есть что скрывать. Когда-то это произошло с клиникой Даганая. Мне сначала подтвердили, потом запретили, точнее, отказали в проверке. Если есть что скрывать, а есть что скрывать, вот как, например, в этой клинике. То есть меня хотели прощупать, можно ли меня купить, когда поняли, что нечего покупать. И мне запретили снимать до того, как мы договоримся. Естественно, мы не договорились, потому что я не про покупку. Ну вот, собственно, сам доктор. Давайте послушаем, что доктор говорит, что он здесь рассказывает. I am Dr. Sarkanagi. I am a dermatologist. Дерматолог, годы опыта 25+, а годы опыта в чем? Но опять-таки, мне вот все равно смущает, если мне говорят, что он не работает и не делает самооперации, в чем годы опыта? Ходить по клинике, продавать свое лицо, уровень успеха 98%. Это что за уровень успеха? И кем он вообще измерен? 10 тысяч плюс довольных пациентов, но если за 25 лет, я вам скажу, у меня за 4 года пациентов
клиентов больше 3 или 4 тысяч, а здесь 10 тысяч и за 25 лет работы, причем здесь конвейер, здесь по 10 операций. Ну, в общем, здесь или цифры, вот эти, не обращайте, короче, на эти цифры внимания, это просто фантики, я бы так, наверное, сказал. Плюс 54 всемирных конференциях. Я ни разу его не видел на ни одной конференции, но это не важно. Не обязательно ездить абсолютно по всем конференциям. И зачем ему ездить, если он не делает операции? I've been working on hair treatments and hair transplantation field nearly for 22 years. And Так, тут он говорит 22 года, а здесь написано 25 лет. Ну ладно, не будем. В общем, он представляет себя хорошо, все хорошо. Вот даже какие-то парижские премии в области европейской медицины, конференция в Испании, римская конференция. В общем, сайт сделан офигенно. Очень красиво и хорошо. Ладно, здесь очень много вот этой вот красивой пыли, которая вам нравится. И, кстати говоря, вот тоже, как я выбирал Промету, то есть вы открываете, и маркетинг упаковывает все так красиво, что вам кажется, ну, блин, это стабильная, крутая компания. И вы уже дальше, из-за того, что это сложно, и вы не понимаете, как правильно анализировать клиники, медицинскую часть, вы уже просто доверяетесь по вот этой вот упаковке. Это обычное явление, я точно так же на это попался. Почему у меня это и триггери, чтобы вы на это не попадались. Смотрим Инстаграм, 164 тысячи подписчиков. 164 тысячи подписчиков, но это накрученные подписчики, потому что тоже посмотрите, пожалуйста, если реально столько подписчиков, а engagement какой, вот один комментарий, вот 61 комментарий, 60 лайков, то есть обычно, когда делается накрутка лайков, точнее накрутка Инстаграма, делается еще и накрутка лайков и активности и так далее. Ну давайте откроем просто первый попавшийся. Amazing transformation and result, he trusted in process, Окей, вполне возможно разумные комментарии. The best hair transplant clinic in Turkey by far. Ну, это может быть, ну а давайте откроем, посмотрим, кто пишет. 164, ну вот, элементарно 4 публикации, это то, как выглядят фейковые аккаунты. Фейковые аккаунты, человек с 4 публикациями, на которые, кстати говоря, тоже фейковые публикации, когда создаются фейковые ботные аккаунты, там небольшое количество, там может быть и 15 фотографий, там фейковая активность, ну то есть прям видно, это фейковые аккаунты пишут отзывы. Давайте еще подряд. Вот, кстати, тоже один из самых популярных и простых способов накрутить активность, это нанять одни и те же отзывы. То есть вы ставите задание, ставите 4 ладошки, вот 4 ладошки, и смотрите, 5 дней назад, видите, они все выполнены в одно и то же время. 5 дней назад все выполнены названия. На самом деле накрутки, там ставится то, что вы хотите, и вам просто исполнитель ставит. И вот видите, они все делаются одновременно. То есть это накрученный аккаунт. Очень просто, все 5 дней, 3 дня, больше как будто бы никто ничего не пишет. Ни 1 день назад, ни 2 дня назад, ну то есть все сделаны одновременно. Это то, как работает накрутка. Создается пост, сразу на него 109 750 отметок нравится. То есть это вот стопроцентно, как работает бот и как накручивается активность. Но вон, смотрите, какая кривая линия. Вот, пожалуйста, вот они уже, может быть, даже не отбирают то, что... Вон, смотрите, amazing result. Да в чем что-то amazing? Тут кривая передняя линия, торчки вот эти, как у куклы. Ну, то есть, но здесь пишется amazing result. В общем, накрученные лайки, накрученный профайл. Здесь результаты до и после уже не такие. Здесь так, вот здесь вот не видно. Здесь, по-моему, здесь хорошо выглядит. Вот, кстати, давайте посмотрим самого. Вот, это все, что он делает. Он на себе рисовал, наверное. Это фронтальная линия. Но у него все выглядит неестественно. И от лица, и от вот этой пластики, и брови, и фронтальная линия. Ну, то есть то, что он прорисовывает, оно не так-то и плохо на самом деле. Для себя же, помните, что вот эти вот загогулины, ну вот то, как он выглядит. То есть все без меры проколано ботоксом. Ладно, это его дело. Что я хочу сказать, почему я об этом говорю, это про эстетику. Вот борода. Вот борода мне здесь нравится, как сделано, кстати говоря. Может быть, это ракурс такой, вот еще есть. Но здесь это выглядит неплохо, кстати говоря. Вот борода выглядит здесь вот хорошо. Я вам честно об этом и говорю. Не буду от вас, что называется, ничего. То есть, если плохо, я и так и говорю, что плохо. Если хорошо, так, ладно, здесь видео, тоже вот конвейерные клиники больше создают от этого движения, чтобы вы не успели опомниться и эмоционально выбрали клиники. Поэтому вот больше всего вот таких вот видео, которые вас мотивируют быстрее сделать пересадку волос,
успехи других, потому что над этим работают, то есть вы покупаете не медицинскую часть, вы покупаете работу маркетинга. Вот здесь хорошая пересадка волос, мне нравится, здесь сделано немного, и учитывая, что здесь плотные волосы, их сделали не слишком много, и выглядит все натурально. Вот кто как бы создатель вот этой работы, это хорошо, это реально хорошо, мне нравится, и честно говорю, хорошо. Давайте тоже вот буквально первый попавшийся отзыв откроем. Вот 22 публикации. Вот смотрите, 22 публикации. 858 тысяч подписчиков, 22 публикации. Вот еще один элементарный накрученный профайл, с которого делается другая накрутка. Ну, то есть это то, как выглядит обычно каналы, точнее боты, которые делают определенную подписку и комментарий под заказ. Вот результат. Здесь выглядит хорошо. И то есть тут надо разбираться, и если вы все-таки не верите то, что я вам говорю, или проверяйте, пожалуйста, сами и спрашивайте, вот кто конкретно делал вот эту работу, и знакомьтесь с доктором, утверждайте, что это реально делал он, и если вы знаете, что это делал он, вот идите на конкретного доктора, а не просто на какого-то доктора Айгина, который называет себя лучшим врачом и который не делает сами операции по пересадке волос. То есть, я вообще не люблю вот эту вот фейковость, но которая здесь очень сильно и используется. Ну и тоже помните, о чем я вам говорил, что здесь не только свои команды, есть еще приглашенные команды, вот куча накрученных отзывов, активностей. В общем, по Инстаграму вы поняли, это накрутка, 164 тысячи подписчиков. Кому нужно сидеть и следить за ежедневными, то есть вы сделали пересадку и забыли, вы хотите сделать и забыть о проблеме навсегда. Зачем вы будете следить за лысыми людьми? То есть это вот то, как работает обычно пересадки волос. Люди подписываются и отписываются. Ну зачем видеть как постоянно, что у кого-то лучше результат, чем у вас, например, когда вы сделаете? Ну то есть ищите логику, элементарную логику и думайте, пожалуйста, головой. Так, Facebook, Серкан Айджин, а вот в Фейсбуке можно делать отзывы. Но тут почему-то нет, но я видел, что есть отзывы, причем не очень хорошие. Вот, кстати, тоже как сама выглядит клиника. Я еще в клинику зашел, вот этот вход. Я спрашиваю, а почему у вас бочки винные? То есть, видимо, сам Серкан Айджин любит вино, может быть, ему нравится этот стиль. И вот, кстати, видите, то же самое, те же самые работы. То есть их на самом деле не так и много. Одни и те же лица во всех портфолио. То есть если там проводится столько операций в день, но портфолио все равно немного. Вот видите, одни и те же лица. То есть все-таки хороших работ не так и много для такого рода клиники. Я видел, что были где-то честные отзывы. Вот, смотрите, здесь 5 баллов, 5 баллов. Мы сейчас давайте тоже разберем, на Яндекс зайдем и разберем. И еще помните, отзывы это не только могут быть они накрученные, часто это может быть просто за шампуньку. И это важно отличать для вас, как для клиентов, чтобы не попасться, что называется, в тиски. Мы сейчас все посмотрим, не волнуйтесь. Где-то я видел, здесь реальные были отзывы, потому что там прям 2-3 балла было. Так, ладно, если они попадутся, разберем, если нет, ничего страшного. Еще раз, я показываю то, как вам самим необходимо любую клинику разбирать. В России, с города Барнаул. Приехал сюда на операцию в клинику доктора Серкана Айгил. Я очень долго выбирал клинику, очень много людей мне помогало в этом. И вот нашел единственная топовая клиника в Стамбуле, которая мне понравилась. Понравился персонал, все как здесь обустроено, тут больница как музей. И, в общем, сейчас я готовлюсь к операции, и после операции я вам дальше все расскажу. Привет, меня зовут Андрей Бондаревский, я блогер. Как вы понимаете, я не мог не зайти в аккаунт Андрея Бондаревского, чтобы посмотреть результат, но оказалось, что он, собственно, сделал его совсем недавно операцию, и как раз таки это совпадает с тем, что сейчас не хватает клиентов, и идет акцент именно фокус на Россию. Если вы посмотрите профиль, 22 огромные цифры лайков, причем репостов, но в некоторых постах, видимо, забыли все-таки заказать лайки. Вот видите, я ставлю первый лайк, и очень маленькая активность, то есть комментарий. То есть опять-таки это про фейковые
фейковые аккаунты. Я бы, наверное, и не подумал, что это так оно и есть, если бы просто я не знал, как это работает. Дело в том, что у меня у самого есть некоторые знакомые, у которых накручены огромные профайлы лайков. Для чего они это делают? Чтобы получать различные бесплатные ништяки и продавать свою рекламу. Конечно, умные рекламодатели, уже есть куча инструментов. Они, как правило, платные. Вы вводите туда аккаунт и видите, насколько это фейковый аккаунт, насколько там купленная, продажная, ботовая активность, и можно сразу это распознать. Ну, или опять-таки просто вы заходите и анализируете точно так же, как делаю и я. Андрей, ничего личного, я не обвиняю вас в накрутке, это ваше персональное дело, но я просто делюсь тем, что я сам вижу. Если я не прав, оно не так, можете связаться со мной, можете написать в комментарии или можете просто промолчать, но лучше, конечно, отреагируйте и скажите, так это или нет. Почему это важно касательно пересадки волос? Потому что, к сожалению, видите, в России блогинг, он вот такой, не такой, как в мире, и тут очень много всего фейкового, и люди верят, что это действительно очень раскрученные, очень известные люди, и что им можно доверять, и вы говорите, что вы сами скрупулезно очень долго искали клинику по пересадке волос, нашли топовую клинику, но это не топ-клиника, это обычный конвейер, который не имеет никакого отношения даже вблизи к мировым докторам, кто делает действительно хорошие пересадки. Клиники и конвейеры охотно идут на бартер, коллаборации, делают бесплатные пересадки. То есть это прям фишечка всех конвейеров, чтобы привлекать стадо баранов. Извините, я так и выражусь. Поэтому, если я не прав, Андрей, пожалуйста, отзовитесь, сами напишите комментарий. Так и напишите, что это неправда, я все придумал, я все соврал, и назовите меня тоже хейтером. Я делюсь информацией, о которой я осведомлен, потому что раньше я работал бизнес-аналитиком и как раз-таки в глубине выкапывал то, что не сходится. Если водопщив, то мне кажется, что вам просто сделали бесплатную пересадку, ну и, конечно, у любой клиники есть свои требования, чтобы вы сделали определенное количество репостов и хвалили клинику. Те известные, действительно известные люди, которые делают пересадки волос, они никогда не будут делать бесплатные пересадки, они всегда платят и всегда скрывают свои имена и не говорят, где они сделали пересадки волос. Так уж работает настоящий мир селебрити. Откуда я знаю? Потому что я сам работал долгое время с селебрити, у которых настоящее количество лайков, настоящие миллионы подписчиков ведут к огромному количеству комментариев, вовлеченности и так далее. Уважаемые блогеры, когда вы действительно начнете себя уважать и платить за то, что вы делаете, а не просто делать что-то на халяву или потому что вам платят, а делать это для себя. Это же действительно про уважение. Будете вы сами себя уважать, будут вас и люди уважать, а не заниматься вот такой вот дешевой коллаборацией. Неужели у вас у самих нет 3500 евро, чтобы оплатить такого рода пересадку и никому не говорить о такого рода клинике? Или подсобирать те же самые 10-15 тысяч долларов или евро и сделать втихую отличную пересадку волос у топового доктора? Я попал в клинику по рекомендации своих друзей. Могу смело рекомендовать клинику Серкана Айгил. Спасибо. Пожалуйста. Так, стоимость приема от $120, косметолог, клиника Адам и Ева. Да, еще при клинике, это тоже из вариаций, где делается все подряд. Как вы видите, он сам очень любит делать на себе же, в том числе пластические операции. То есть это отель, на первом этаже они арендуют, там находится и пересадка волос, и пластическая хирургия. Я не знаю, что происходит по пластике, но глядя по нему, пластика все-таки не очень. Вот, давайте рассмотрим Яндекс. Смотрите. Сделал операцию по пересадке по совету друга, выбрал клинику Серкана Айгина в Стамбуле и не пожалел, все на высшем уровне. Но тут прям под калечку все расписано. Редко пишу отзывы, но здесь хочется поделиться невероятным уровнем сервиса. Все подробно рассказали и успокоили, сам доктор Сигарин провел осмотр. Но вот это, кстати, похоже на реальный отзыв. Все прошло на высоте, лофт бронза оправдал, превзошел ожидания. Ну, то есть люди не разговаривают таким языком и не пишут отзывы. Окей, если бы, например, я посмотрел Инстаграм и там было все по-честному, у меня было бы уже больше доверия. Тут я понимаю, если заказывается маркетингом отзывы в Инстаграм, то и здесь, само собой, все, ну, как бы, если вы играете чуть-чуть не по правилам, то, соответственно, вы не по правилам играете и в другие игры. Понимаете, о чем я говорю? То есть анализируйте и смотрите, пожалуйста. Вот фотографии. Был в клинике на операции по пересадке волос в конце марта 24 была цель зарастить сияющую лысину. Вот это похоже на настоящий отзыв. Давайте его откроем и посмотрим. Потому что если вы действительно довольны, ну, вы же покажете свой результат, да? Так, вот по ходу сделано загущение, очень хорошо выглядит.
вот, наверное, как было, и вот как стало, вот у этого человека можно поинтересоваться, кто ему конкретно делал, здесь выглядит все хорошо. То есть кто-то точно есть талантливый, кто делает хорошие пересадки, но мы же не можем оценить конкретно кто. В моем, например, рейтинге я всегда оцениваю клинику, общая температура, и если есть конкретные доктора, конкретно докторов. И чаще клиники набирают немного баллов, а вот доктора, если мы знаем, кто конкретно работает, мы узнаем намного больше информации. То, что я и вам рекомендую конкретно узнавать докторов и по ним ориентироваться. То есть надо посидеть, посмотреть. Отличное место, встретили на уровне. Ну вот видно, тут все равно видно, где написные отзывы, да, где, возможно, за шампуньку, а где вот настоящие. То есть вот эти вот с фотографиями видно, что как бы норм. Вот русский парень, сразу видно. Так, это до, это вот после. Ну вот отзыв написан, хотя результата еще нет, поэтому оценить сложно. В общем, эта информация для вас, как изучать, что еще важно. Вот мне тоже говорят, сделал Зубарев. Я не знаю, кто такой Зубарев, кто такой... Давайте посмотрим, кто такой Зубарев. Тут очередные ученые выпустили исследование и выяснили, что менее привлекательные мужчины, то есть страшные, лучше в постели. А если исключения же бывают, вот я, допустим. И вы сейчас подумаете... это реально забавный аккаунт, и вот можете посмотреть на реальное количество лайков, подписок, вовлеченности, репостов. Вот посмотрите комментарии. Это вот то, как выглядит настоящий профайл. Я понимаю, как бы, за счет чего его смотрит множество людей. Посмотрите, какая активность. Потому что он забавный, и это, как сказать, это развлекательный контент. Ну и сама харизма как бы человека, прям видно, что она прет. То есть, видите, вот простые правила, как можно различать фейковые аккаунты от нефейковых аккаунтов. Забавно, но как бы я не смотрю такое, но оно все равно вызывает какой-то смех, радость, я не знаю, расслабление. Вот, это настоящий профайл. Никаких даже сомнений нет. Если интересно, давайте зайдем, я не знаю, посмотрим еще что-то. Но мы же сейчас говорим о пересадке волос, и вот то, что вы видите на голове, вам хотелось бы получить такую пересадку волос? Тут же речь именно идет о том, что человек сделал пересадку в этой клинике. Нравится вам? Хотите такую пересадку, как у Зубарева? Я надеюсь, вы поняли мою позицию. Выбирайте, пожалуйста, смотрите по тому, что для вас важно. Если у вас это все норм, и идите, конечно, выбирайте. Что хочу от себя сказать. Первое. Стоимость пересадки, реальная стоимость докторов. То есть есть 100% хороший какой-то доктор, который привлекается для известных людей и для каких-то своих знакомых и так далее. Этот доктор точно заслуживает цену 3500. Второй момент. Сам доктор, которого лицо представлено, он получает награды, он, как мне сказали в клинике, во всяком случае, он никак не участвует в операциях, он не делает операции. Третий момент. Узнавайте, кто делает вам операции. Я знаю точно, что тут очень много команд, и команду назначают в конкретный день. То есть это обычное явление конвейерных клиник. Изучайте. Для меня срабатывает еще этот фактор. Если где-то врут и играют не по правилам в одном месте, значит в этом играют и в другом месте. Помню, когда я был в самой клинике, мне как раз в тот момент в ноябре знакомили тогда набирали, потому что шел активный маркетинг. Я уже сейчас могу это анализировать на российский рынок, и набирали русскоязычных девушек, очень приятные, классные девушки, которые сейчас, скорее всего, работают с вами в этой клинике под предводительством вот этой змеи, которая изначально очень доброжелательна, но когда она понимает, что она с вас ничего взять не может, вот попробуйте, если вам интересно узнать подробнее, да. В общем, вот то, что я вам хочу сказать. И, давайте сделаем по моей же оценке, сделаем оценку клиники и посмотрим, сколько она наберет. Подождите, если я ее еще не делал до этого, Serkan Agin, по-моему, ее делал. Вот, я ее уже на самом деле анализировал, но вот смотрите, портфолио в целом. Есть еще выбрать, 100% есть еще выбрать. Я напомню, что для клиник, фабрик, там, где делается больше 3 пересадок, это максимум от 1 до 5 баллов. И они у меня набирают максимально. То есть действительно есть из чего сделать. Я стараюсь всегда анализировать все по-честному.
У меня нет конкурентов, я не клиника, потому, ну, смысл. Дизайн, ну, на самом деле нормально, есть хорошие результаты, которые вам показывают, и есть даже, наверное, хороший результат, поэтому я даже поставлю хорошие результаты. Смысл в том, что вы не видите 99% других результатов, которые не показывают, вам показывают одни и те же фотографии. Предсказуемость результатов для меня абсолютно непонятна, потому что нет вот этого огромного количества результатов, показывают одно и то же еще раз. Планирование с учетом динамики, нет, просто там диалог с клиентом происходит. Цены до $4000, это плюс 1 балл. Доктор, так, нет данных, вы не можете оценить доктора, потому что непонятно, кто конкретно вам делает. Опыт доктора это 0 баллов, потому что я знаю, я видел там молодых докторов, это 3-5 лет. Конечно, 100% еще скажу, что все равно есть какой-то крутой доктор, который там работает, но непонятно, с кем он работает и попадется он вам или нет, и что конкретно он будет выполнять. Скорее всего, чаще всего такие доктора просто руководят другими докторами. Доктор-теоретик или доктор-практик. Клиент не знает, кто будет делать операцию даже по запросу, потому минус 2 балла. Доктор работает в разных клиниках. Есть такие факты, мне во всяком случае об этом говорили, что есть команды, которые привлекаются извне, поэтому это подходит под этот пункт. 100% есть стабильные команды, которые есть постоянно, но так как это имеет место быть, и мне это подтвердили, соответственно, минус 5 баллов. Команда доктора, текучка, нестабильные результаты, нестабильная команда. Да, привлекаются, могут привлекаться дополнительные команды, опять-таки это очень... Почему эти пункты очень набирают много, то есть минус 3, минус 5 баллов, потому что это супер важно. Это то, что не даст вам стабильный результат и то, что даст вам риск. А риск это, сами понимаете, то, что останется у вас на всю жизнь. Клиника, арендуемое здание, плюс 2 балла, то есть там реально красиво, симпатично, то, что вам понравится. Ну, я всегда вам говорю, ориентируйтесь на медицинскую часть, а не на вот эти вот фанфары. Я сделаю видео, покажу вам, как выглядят реально крутые клиники. Во многих клиниках супер-супер просто, потому что это про медицину, это вообще не про вот эту пыль в глазах. Здесь же, конечно, это маркетинг, это конвейер, нужно представить вам упаковку. И тут работают маркетинговые компании. Потому, ну, сама клиника, буду честно, она симпатичная. Пересадка волос является основной. Да, вне зависимости от того, что у них есть еще и пластика, но мне все равно кажется, это их основная базисная деятельность, поэтому плюс 1 балл, буду честен, как обычно. Консультанты. Ну, мне тут я поставил 1 балл, потому что тут в зависимости, что для вас важно, я люблю честность. И вот после вот этой Гюльнур мне как бы не очень. Но я знаю, что, например, 2 других девушек, которые они наняли, они очень прекрасные женщины. Поэтому я бы вообще поставил хорошо, но я беру среднее, поэтому норм. Отзывы. Есть, мы посмотрели, действительно нравятся факты, тут надо изучать, за шампуньку или нет, но есть хорошие отзывы. И прозрачность, честность, клиника закрыта для проверки, то есть мне запретили снимать, потому что боятся то, что какая-то информация, которая им бы не хотелось, вылезет наружу, потому я вам рассказываю все, как оно есть. Итого они набрали 3 балла, что очень низко. Это опасно. Объясню еще раз, почему опасно, потому что то, что вам показывают, не всегда может быть реализовано на вас. То есть есть процент, что вы получите что-то, что может быть в этом портфолио, но большой шанс, что вы этого именно не получите. Надеюсь, вам все понятно, будет вам полезно, и берегите себя. Не просто так я разрабатывал вот эту систему, чтобы можно было оценивать клиники докторов. На самом деле это мы оценили клинику, но если у меня будут конкретные доктора, привет клиника, привет Серкан и все остальные, если вы действительно, как вы видите, я ничего не придумаю, я оцениваю все, что я вижу и то, что я видел вживую. Если вы мне предоставите конкретных докторов, я посмотрю, я оценю конкретного доктора, я уверен, что вот если я возьму самого лучшего вашего доктора, то у него будет прям очень хороший рейтинг, потому что видно, что это очень хорошие работы. Но сколько этих докторов? 1, 2, и кто это конкретно? И может ли клиент выбрать того самого доктора? Поэтому на данный момент это опасно, это конкретно по клинике, но если будет конкретный доктор, то я уверен, что у него будет намного больше баллов. Берегите себя, всего вам хорошего и главное, чтобы колосилось. Пока.